Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня будем готовить очень интересные и вкусные блюда из бараньих ребрышек. Ребрышки эти у нас будут жарено-копченые. Блюдо очень интересное. Запоминайте рецепт. Приступаем к готовке. Сначала нарежем ребра. Ребрышки наши нужно хорошенько посолить, поперчить. Так, теперь пусть постоят, а мы разожгем огонь. Друзья, сначала мы на сухой сковороде, без всякого масла, обжарим наши ребра. Значит, мы их не жарим до готовности, а просто как бы обжигаем с обеих сторон. Вот так. Придаем им корочку аппетитную. Все, достаточно. Первая партия готова. Так, вторая партия тоже подошла. Снимаем. Так, все, наши ребрышки полуготовы, друзья. Сейчас жарим картошку. Здесь я уже добавил немного растительного масла, друзья, чтобы слегка обжарить картошку. Опять-таки не до конца. Такая же история, как с мясом.
Все, картошку тоже пора снимать. Теперь то же самое, только еще быстрее обжарим помидоры. Все, помидоры мы просто буквально обожгли. Аккуратненько их перекладываем в посуду. Так, все, меняем посуду, сковородку убираем в сторону. И на огонь кладем наш большой казан, друзья. Пусть накалится немножко. А теперь, друзья, самое главное, запоминайте. На дно казана, сухого казана, там ничего нет. Высыпаем вот такую горсть. Это у нас щепка. Щепка от вишневого дерева. Вишневая щепка. Вот так. Так, теперь поверх щепок, которые у нас на дне, выкладываем первую сетку. Вот так. Сверху у нас идет картошка. На сетку у нас идет первым этажом картошка. Сверху идет вторая сетка. Она такая немного неказистая, самодельная. Но для нашего дела пойдет. Значит, положили вторую сетку. И на вторую сеточку у нас уже идут наши ребрышки, друзья. Вот так их аккуратно выкладываем. Следующий участник нашего шоу. Веточки розмарина. Теперь мы все вот это чудо накрываем крышкой плотно. Она у нас в притирку здесь, то есть щели нету практически. Поддерживаем внизу огонь. Друзья, вот так прикрыли крышкой. Она очень плотно здесь сидит. И часа на 2 на небольшом огне мы будем это дело коптить. То есть вот у нас получится ребрышки горячего копчения в итоге. Друзья, прошло уже 1,5 часа, почти 1,5 часа. Откроем, посмотрим, что там происходит. Вот дымок развеялся. Посмотрим степень готовности. Самое главное — картошка. Так что в мясе я уверен. Все, картошка почти готова. Сейчас мы что сделаем? Сейчас поставим помидорчики, которые мы до этого слегка обжарили. Вот так.
Все, накрыли еще минут на 20 вместе с помидорами. Пусть они немножко тоже дымком обдадутся. Чуть-чуть подкоптятся. И все, будем снимать. Все, друзья, уже точно готово, можно снимать. Все, друзья, посмотрите, какой натюрморт красивый. Все здесь готово. Розмарин у нас уже подсох. Вот так и должно было произойти. Смотрите, он какой сухой стал. Он весь свой вкус отдал в мясо, в картошку, в помидорчики. Все у нас подкоптилось на нужном уровне. Можно снимать. Так, сначала аккуратно помидорчики извлечем отсюда. Розмарин нам уже не нужен. В сторону его. А вот наша мяско готово. Так, эту сетку тоже снимаем. И вот наша копченая картошка. Кто пробовал? Интересно. Что, сейчас попробуем. Друзья, посмотрите на эту копченую баранину. Копченый ягненок. Она так, значит, подсохла. То есть это копченое, это не шашлык. Ну, со своим ароматным душком. И розмарин очень чувствуется. Мне интересно узнать, что с картошкой получилось. Так, посмотрим. Тоже своеобразно. Ну, помидорки остались сочными, смотрите, друзья. То есть они не высохли, это хорошо. Друзья, я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. И надеюсь, из этого видео вы что-то, может быть, для себя новое и взяли. Например, то, как можно использовать обыкновенный казан, как из него можно очень быстро сделать коптильный шкаф такой небольшой. И вот, в принципе, любые продукты можно делать таким вот образом. То есть, будь то птица, мясо, рыба и так далее. Добавляя всякие пряности, розмарин и так далее, можно добиться очень хорошего вкуса. Если вам понравилось это видео, если вам понравился этот рецепт, посещайте наш канал, не забывайте нас, мы будем готовить, будем экспериментировать вместе с вами. Спасибо за просмотр. До новых встреч на Каспийском береге. До свидания.